Пронзительный плач девочки эхом разносился по холодным каменным коридорам замка Монкальери и глубоко ранил сердце матери. Она уже сделала шаг к двери, чтобы броситься к дочери, однако ее мягко, но все же решительно остановила няня. «Госпожа, сейчас этого делать нельзя», — со всей строгостью напомнила она ей. «Принцесса должна успокоиться сама». «Девочке уже 9 лет», — сухо добавила няня. «Она уже достаточно взрослая, чтобы пережить эту потерю. Герцогине же надлежит заняться куда более важным делом и безупречно подготовить погребение маленького принца Карла II». В часовне замка тускло мерцали свечи. Их золотистый свет отражался на холодных плитах пола и на лице убитой горем женщины, стоявшей на коленях перед алтарем. Бьянка Монферратская, герцогиня Савойская, смиренно молилась за своего сына. Но слова давались ей с трудом, словно каждая из них приходилось силой вырывать из опустевшего сердца. Ее глаза оставались сухими, ведь слезы больше не текли. Она давно их все выплакала вместе с теми несчастьями, которые одно за другим обрушились на ее жизнь. Сначала умер ее муж, герцог Карл I Савойский. Затем смерть забрала у нее маленькую дочь, а теперь отняла еще и сына. 6-летний Карл II Савойский, наследник нескольких королевств, был еще совсем ребенком, живым, шумным, с заразительным смехом. Он часто играл в спальне, где стояла огромная кровать под тяжелым балдахином. Карл обожал ее, потому что она была для него чем-то вроде крепости, на которую можно забраться. Он смеялся, карабкался по краю и с радостным криком прыгал вниз. «Смотрите, мама, я рыцарь!» — восклицал мальчик, снова и снова спрыгивая с кровати. Бьянка одобрительно улыбалась, даже когда сердце замирало от страха. Но в тот апрельский день, 16 числа 1496 года, игра обернулась трагедией. Один такой прыжок оказался роковым. Слуги услышали глухой удар и поспешили на помощь к принцу. Но когда они ворвались в комнату, мальчик уже лежал тихо и неподвижно, и больше он не поднялся. Замок Монкальери вновь погрузился в глубокий траур. Черные ткани закрыли все окна, слуги говорили вполголоса и старались ходить настолько бесшумно, что даже шаги по каменным лестницам казались приглушенными. Но один голос все равно прорывался сквозь эту скорбную тишину. Никто не плакал так, как плакала сестра маленького Карла, принцесса Иоланда. Светловолосая девочка с большими глазами, которой лишь недавно исполнилось 9 лет, не отходила от гроба брата. «Карла», — шептала она, всхлипывая, — «прошу тебя, проснись». Но брат ничего не отвечал. Держа его за холодную ручку, она впервые в жизни почувствовала, как ее детский мир рушится. Иоланда Луиза Савойская, названная так в честь своей бабки, Великой Иоланды Французской, родилась 11 июля 1487 года в самом сердце Савоя, в солнечном Турине. Ее отец, Карл I, прозванный воином, был молодым, пылким герцогом, мечтавшим о расширении владений между Альпами и Апеннинами. А мать, Бьянка ди Монферрата, происходила из древнего византийского рода палеологов. Она привнесла в их союз не только красоту и ум, но и стратегические связи с Миланом и Францией. Ее родители любили друг друга искренне, что в эпоху политических браков было редкостью. Однако счастье это было недолгим. В марте 1490 года, когда Иоланде едва исполнилось 2,5 года, внезапно умер ее отец. Герцог Карл I Савойский скончался совсем молодым, оставив престол ее младшему брату, младенцу Карлу Иоанну Амадею. Иоланда росла в атмосфере двора, где политические интриги тесно переплетались с уроками латыни, музыки и танцев. Девочка унаследовала от матери острый ум, а от отца – гордую осанку.
Она видела, как ее мать, герцогиня-вдова, отчаянно пытается удержать власть в раздираемой интригами Савойи. Маленькая принцесса рано научилась распознавать фальшь в улыбках придворных и холодный расчет в глазах послов. Но в 1496 году случилось то, что навсегда изменило ее судьбу. Ее брат, маленький герцог Карл II, трагически погиб, упав с кровати. Савойя буквально оказалась на грани кризиса преемственности. Смерть ребенка открыла путь к престолу для двоюродного дядюшки из второй ветви рода, Филиппу II, по прозвищу Безземельный. Он был уже не молод, да к тому же серьезно болен, но все еще жаждал власти. Вот только по солическому закону его права престолонаследования оспаривались. Таким образом, оставшись единственной прямой наследницей своего отца, Иоланда Луиза в одночасье стала герцогиней Савойской, обладательницей громких титулов, королевы Кипра, Армении и Иерусалима. И хотя эти титулы звучали величественно, но не давали ей настоящей власти. Разумеется, Савойя давно уже не контролировала эти обширные земли, а короны были лишь символами власти, реликвиями древних крестовых походов. И, скорее всего, Иоланде даже никогда не доведется увидеть недалекую Армению, ни солнечный Кипр, ни древние земли Иерусалима. Но в Европе конца XV века имя и титул имели куда большую цену, чем реальная власть. Ведь все прекрасно понимали, что если когда-нибудь найдется достаточно сил, если поднимется армия и появится смелый претендент, то можно попытаться вернуть утраченные короны. И потому маленькая 9-летняя девочка, которая вчера еще играла с братом в саду, вдруг оказалась наравне с теми, кто правил Францией, Англией, Венгрией и Польшей. Да к тому же, она стала одной из самых желанных невест Европы. Был лишь один единственный способ узаконить воцарение Филиппа II на трон. Чтобы сохранить единство династии и не допустить распада, расчетливый дядюшка решил как можно скорее обручить Иоланду со своим сыном Филибером. Филибер был на 8 лет старше наследницы, красив, образован и уже проявлял черты будущего правителя. Маленького герцога еще даже не успели оплакать, как ворота Монкальери вновь распахнулись. В замок прибыли сдержанные и почтительные посланники. Одетые в черные одежды в знак уважения к трауру, они попросили аудиенции у герцогини Бьянки, матери Иоланды. Их появление не сулило ничего утешительного. «Госпожа», — начал старший из них, склоняя голову перед Бьянкой Монферратской. «Наш господин, герцог Филибер II, кузен вашей дочери, просит ее руки». Он сделал паузу, будто давая словам осесть в тишине. Этот союз укрепит род, сохранит титулы и богатство внутри семьи. Это редкая возможность. Бьянка внимательно выслушала их, но ответила не сразу. Она долго и задумчиво смотрела куда-то мимо посланников, туда, где когда-то беззаботно играли ее дети. «Я подумаю», — наконец произнесла она. Но в глубине души понимала, что выбора у нее практически нет. Бьянка, разумеется, слышала о Филибере, о юном герцоге давно говорили при дворе. Его прозвали красивым за высокий рост, благородную осанку и редкую прелесть лица, в котором мягкость юности уже начинала уступать чертам будущего правителя. Те, кто видел его, говорили, что он производит впечатление настоящего принца из рыцарских романов. Но за этой внешней безупречностью скрывалась непростая судьба. Его отец был стар и тяжело болен, а мать умерла, когда мальчику исполнилось всего 3 года. Филибер рано привык к одиночеству и к мысли, что однажды ему придется править. Такой юноша, несомненно, нуждался в выгодном союзе. И потому неудивительно, что Иоланда казалась для него поистине блестящей партией. И все же для матери все это звучало иначе. Отдать Иоланду сейчас?
Но это слишком рано, снова и снова думала она, вслушиваясь в тревожную тишину замка. Ей ведь всего 9, разве можно уже сейчас отрывать ее от меня? Не лучше ли подождать со свадьбой несколько лет? Бьянка Монферратская медлила, ведь мысль о том, что ее единственную, оставшуюся в живых дочь, увезут в далекий Иэн, казалась почти невыносимой. Посланники недовольно роптали, но все же проявили терпение и согласились подождать ровно неделю. В это время Иоланду старались держать подальше от чужих глаз. Ее поселили в самых отдаленных покоях, словно драгоценность, которую необходимо спрятать от мира. Бьянка всерьез опасалась не только поспешно принятых решений, но и коварства, уж слишком многое теперь зависело от этой девочки. Но сама Иоланда не понимала тревог матери. Однажды, поддавшись любопытству, она выскользнула из-под надзора няни и стремительно ворвалась в зал, где находились посланники. Уж очень ей хотелось посмотреть на людей, которые приехали говорить о ее будущем. Посланники, увидев девочку, невольно замерли. Перед ними предстала светловолосая, необычайно хорошенькая девочка, в которой уже угадывалась будущая красота. Они оживленно переглянулись, ведь решение их господина казалось все более оправданным. А в это время сердце Бьянки разрывалось. Если Иоланду увезут, она останется совсем одна. Она бродила по залам замка Монкальери, касаясь пальцами холодных стен, останавливаясь перед портретами предков, всматриваясь в их строгие лица, будто спрашивала у них совета. И ответ пришел, но весьма неожиданно. За несколько дней до отъезда посланников Бьянке приснился сон. Она увидела длинную галерею, залитую мягким золотым светом. По ней вели Иоланду в великолепном платье, расшитом золотом. Девочка шла спокойно, уверенно, а лицо ее сияло счастьем, которого Бьянка давно не видела. Проснувшись, герцогиня долго сидела неподвижно. А потом тяжело вздохнула. «Значит, такова ее судьба», — произнесла она обреченно. А уже утром она приказала пригласить посланников и объявила о своем решении. «Передайте вашему господину», — сказала она с болью в сердце, — «что я согласна». В глубине души Бьянка хотела верить, что судьба готовит ее дочери великое будущее. Согласие было дано, и события закружились с пугающей быстротой, словно сама судьба торопилась завершить начатое. Подготовка к свадьбе не заняла много времени. Вопросы, касавшиеся чувств, здесь не обсуждались, только выгода, родство и титулы. Все решали взрослые, а маленькой Иоланде Савойской оставалось лишь покорно следовать за ними, не до конца понимая, что происходит. В 1496 году было решено провести формальную церемонию по доверенности. В замковой часовне, без лишнего шума и пышных торжеств, маленькую Иоланду обвенчали с одним из придворных, который представлял ее будущего супруга. А позже, когда девочку привезли в Эн, состоялась вторая свадьба, уже настоящая, в присутствии самого герцога. Филибер оказался именно таким, каким о нем рассказывали. Высокий, стройный, с удивительно красивым лицом, он действительно оправдывал свое прозвище. Юноша смотрел на свою маленькую невесту с легкой усмешкой. «Когда-нибудь я стану королем», — произнес он вполголоса, словно делился тайной, но при этом внимательно наблюдал за реакцией юной супруги. Сжимая в руках букет белых лилий, Иоланда со всей серьезностью кивнула в ответ, на мгновение улыбнувшись, той чистой и доверчивой улыбкой. Для 9-летней девочки все происходящее казалось не более чем странной, но увлекательной игрой. Предполагалось, что вскоре после свадьбы молодые отправятся в Париж. Там Иоланда должна была продолжить получать образование, ведь она была еще совсем ребенком.
Пройдут годы, прежде чем она повзрослеет и достигнет возраста, когда их брак можно будет считать настоящим. А дальше, кто знает, как повернется судьба. Возможно, однажды Филиберу Красивому удастся собрать сторонников, нанять корабли и попытаться вернуть утраченные владения своего рода. Или добраться хотя бы до далекого Кипра. А пока при дворе строили смелые планы, жизнь Иоланды текла своим чередом. Мать и дочь часто писали друг другу письма. Бьянка обещала, что обязательно приедет навестить Иоланду. Но этому не суждено было случиться. Уже на следующий год умер отец Филибера. Двор погрузился в траур, и ни о каких приемах и визитах не могло быть и речи. Все вновь облачились в черное и терпеливо ждали, когда пройдут положенные месяцы скорби. К тому времени Иоланда оставалась еще слишком юной. По законам той эпохи должно было пройти не меньше 6 или даже 7 лет, прежде чем ее признают взрослой. А Филибер II Савойский, унаследовавший все титулы отца, был весьма нетерпелив. Да и советников герцога это тревожило не меньше. Они тихо нашептывали своему господину, что ожидание бессмысленно. Время идет, а герцогу нужны наследники. Герцог хмурился, раздраженно отмахиваясь. «Если я разведусь, то потеряю 3 короны», — резко возражал Филибер. Но советники лишь усмехались и осторожно намекали. «Ваша светлость, о разводе никто и не говорит. Иногда судьба сама решает такие вопросы. Молодая госпожа может внезапно заболеть, ведь с детьми такое случается нередко». Эти тяжелые и недосказанные слова повисали в воздухе, не давая покоя амбициозному герцогу. То, что произошло дальше, никому доподлинно неизвестно. Но при дворе еще долго шептались о странных событиях. Однажды герцог Филибер привез своей юной супруге роскошный подарок – великолепное платье, расшитое золотом, переливающееся при каждом движении, словно сотканное из света. Оно было настолько прекрасным, что Иоланда не смогла удержаться и тут же захотела его примерить. Девочка долго крутилась перед зеркалом, любуясь собой и радуясь подарку, даже не подозревая, что вокруг нее уже начинают сгущаться тени придворных интриг. Она поворачивалась то в одну сторону, то в другую, восхищенно улыбалась и касалась ткани, словно боялась, что это сон. «Я настоящая королева», — прошептала она едва слышно. В этот миг ее лицо было по-настоящему счастливым. В ту ночь она долго не могла уснуть, думая о том, как уже завтра напишет матери о своем чудесном платье. Но письмо так и не было отправлено. Уже на следующий день после примерки роскошного платья девочка почувствовала слабость. Сначала это казалось обычным недомоганием, но к вечеру у нее началась сильная лихорадка. А еще через несколько дней весь двор понял, что маленькая герцогиня умирает. И 12 сентября 1499 года герцогини не стало. Ей было всего 12 лет. Она ушла, так и не успев стать женщиной, матерью и истинной правительницей, оставшись в истории вечным ребенком, чье имя было вписано в великие хроники лишь чернилами и кровью предков. Ее похоронили в том самом золотом и сверкающем платье. В нем она казалась уснувшей принцессой, которую вот-вот разбудит чья-то заботливая рука. Возможно, именно его когда-то увидела во сне ее мать, в том странном и тревожном видении, которое убедило Бьянку согласиться на этот роковой брак. После смерти Иоланды герцог Филибер не получил никаких законных прав на ее наследство. И все же он продолжал громко именовать себя королем Кипра, Армении и Иерусалима. Более того, он даже заказал для себя золотую корону, щедро усыпанную драгоценными камнями. На деле же титул перешел к другой наследнице, двоюродной сестре Иоланды, принцессе Шарлотте Неаполитанской.
Но Филибер не собирался отказываться от своих притязаний. При дворе он не раз намекал, что еще может попытаться вернуть эти короны силой. Спустя 2 года, в 1501 году, герцог вновь женился. Его избранницей стала знатная и влиятельная Маргарита Австрийская. Она тоже носила траур по недавно умершему супругу, наследнику Кастилии и Арагона. И потому этот союз казался не только политическим, но и отмеченным общей печалью. Какие честолюбивые планы строил Филибер, заключая этот союз, остается только гадать. Но этот брак не принес ему ни власти, ни новых корон. Более того, жизнь герцога оборвалась неожиданно рано. В возрасте всего 24 лет Филибер умер, так и не оставив наследников. И эта смерть, как и гибель Иоланды, сопровождалась тревожными шепотами при дворе. Слишком уж быстро после его кончины титулы перешли к младшему брату герцога, человеку, который, по слухам, давно мечтал завладеть властью. Мать Иоланды, герцогиня Бьянка, пережила дочь почти на 20 лет. Она умерла в 1519 году после долгой болезни. Бьянка так и не смогла смириться с ранней смертью своей девочки. И, судя по всему, до последних дней она подозревала страшное. Слишком уж много выгод извлек герцог Филибер из этого короткого и трагически оборвавшегося брака. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, поставьте лайк. Мы также будем искренне рады, если вы подпишетесь на наш канал. Благодарим за внимание, до новых историй.